Дамы и господа, привет всем, сэр Холмс с вами. Продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild. И в прошлом эпизоде у меня тут выдалась тяжелая ночка в Ваймрахе. Туман, кстати, рассеивается, я не знаю, это так совпали погодные условия или это скриптово так туман тут произошел. Ну, как бы то ни было, это было круто, но все еще не закончено. Мне надо будет поговорить со священником, когда он придет в себя и оденется. Вот. Но пока я подумал, что можно немного отвлечься от всех этих ужасов, которые здесь происходят, и сходить по какому-то более насущному поручению, например. Я вспомнил, что у меня есть еще тут поручение от трактирщицы. Получить плату со сбежавшего постояльца. Вот, и он. Держись подальше от Таймраха, говорит. Да, я уж понял, но я уже слишком глубоко в этом всем. Уже поздно. Только не говори мне, что ты планируешь остаться в Таймрахе. Возможно, но когда я отсюда уйду, я не забуду заплатить за комнату, как ты. О, я не заплатил. Я думал, что заплатил. Я весьма в спешке покидал это место. Сколько я ей должен? 300 септимов. Ну нет, это слишком. Да, 30. Хорошо. Вот деньги для нее. Ты ей передашь? Я ни за что не вернусь в эту таверну. Давай. Так, возможно, мне надо будет подождать какое-то время, чтобы священник очухался. Вот, и можно будет еще... Вот она, кстати, мне давала квест по поводу крыс. И до меня уже потом только дошло, через некоторое время, что... у Лавкрафта есть одноименный рассказ «Крысы в стенах». Там немного про другое, но мне кажется, это явная отсылка. Но схожие черты есть все-таки в этом квесте. И... Так, а вот, кстати, вот эту даму я не припомню. Да, привет, дружище. Ты вернулся с маяка, друг? Я рад, что ты жив. Ты разделался с семьей Марвус, да? И, возможно, узнал правду по поводу Джибина. Давай, про Джибина расскажу. Да, я боялся, что молодчик может уже быть мертв. Но я все еще держусь за надежду. Ну, я все еще держался за надежду. Какой же я дурак. Но он не заслуживает такой судьбы. Неважно, какая там у него родословная. Ну да, кстати, Абедур Марвус сказал мне о каком-то кровавом ритуале. Я думаю, что то, что они ему предложили, это была судьба худшая, чем смерть. Бедный парнишка. Он был обречен еще до того, как даже родился. Ты знаешь кое-что, о чем ты мне ранее не говорил. Расскажи, что ты знаешь о Джибине. Хорошо, друг мой, хорошо. Я должен сказать, что я никогда не был в этом уверен до этого момента. Я надеялся, что я ошибался, но после всего, что случилось и всего, что ты мне рассказал, мои подозрения подтвердились. Джибин был одним из этих... из семейства с этой дурной славой. Старик Марвус и его отец были братьями. Угу. Братья? Расскажи, что ты знаешь о отце Джибина. Ну, все, что я знаю наверняка, это то, что старик Марвус был младшим братом
А двое из них никогда... Ну, что-то там никогда. Ну, или не встречались, может быть, не виделись часто. И... какие-то страшные разговоры ходили в городе. Черт побери, я помню... что они даже скрещивали пару раз сабли при свидетелях. Когда началась Арсенянская война, у них вышла какая-то, видимо, окончательная ссора, и младший брат покинул Аймрах навсегда. А теперь, возвращаясь... к прошлому, никто не знал, из-за чего была эта ссора, но я полагаю, это было какое-то несогласие по поводу пакта с дрелгами. Варианты интересные. И третий мне больше нравится тут. Раз уж мы ведем расследование, нужно больше фактов, чтобы строить верные логические цепочки. И хочу спросить, почему ты думаешь, что младший брат был отцом Джибина? Ну, он подходит по возрасту, Джибин, для начала. 30 лет. Не говоря уже, что Абидур был очень уверен, что Джибин был членом семьи. Ну хорошо. А что ты думаешь случилось с отцом Джибина? Мы только можем догадываться, что случилось между двумя братьями 30 лет назад. Старик Марвус... ну, скорее обвинил своего брата за то, что он повернулся спиной к семье. И мы никогда его больше не видели. Считается, что он присоединился к какой-то военной группировке, которая направлялась на юг. И погиб в битве. Это не было редкостью в те дни. Что ж, теперь я не так уж уверен, что он умер на войне. Я полагаю, что его здесь убили. Первая кровь для дрелгов. Почему Джибин об этом всем не знал? Ну, может быть, ему просто не говорили? Отец Джибина был убит его собственной семьей. Убит, да, или хуже. Возможно, его заставили пройти через тот же кровавый ритуал, через который они хотели провести Джибина. Дрелги — это умелые дьяволы. И они такие же древние, как и моря. У них есть знания о вещах, которые для нас с тобой могут показаться и неестественными, и вовсе невозможными. Кто знает, кто знает. Да. Древние, эти древние дрелги. Можно сказать, что мне в это все верится с трудом, но после всего того, что я видел, ну, я готов верить во все, что угодно уже. Моровинд. Вселенная Нирна. Уж слишком богата. Так. Почему Джибина оставили в живых, если от его отца в свое время избавились? Ничего не могу говорить наверняка, но я полагаю, что отец Джибина наверняка брал с собой парня за озеро в Дресхарак в отчаянной попытке сохранить его в безопасности. Или, возможно,
Старик Марвус просто оставил парня. Просто приберег его для себя до того момента, как придет нужное время, чтобы он мог присоединиться к остальной семье. Ну, я на самом деле догадываюсь, почему Джибина похитили. То есть из разговора с Абидуром Марвусом стало понятно, что Джибина как раз действительно приберегли до тех пор, пока не потребуется совершить очередной ритуал дреугов для дреугов. Ну, что за пакт был с дреугами, понятно. Чтобы они помогли местным в войне, и они это сделали. И теперь впору расспросить про маму Джибина. Что насчет нее? Кем она была? Я не знаю, кем была мать Джибина. Но кем бы она ни была, никто в Ваймрахе не знал ее и никогда не видел. Это точно. И мне нет надобности напоминать тебе, что никто никогда не видел мать капитана Абидура тоже. Это проблемная вещь, Холмс. Этот вопрос о матерях. Кем они были? Что они такое? Семья Марвус ушла куда-то за понятие, за понимание смертных. Я бы лучше об этом не стал думать. Ну хорошо, раз нам дают возможность позадавать еще вопросы, я спрошу. Я не понимаю все еще, почему Джибина похитили. Я могу только догадываться о мотивах Абидура Марвуса, но я думаю, что он хотел, чтобы Джибин занял его место. Дреуги хотели, чтобы один из семейства присоединился к их рядам. Они хотели крови. Абидур решил, что стоит предложить Джибина, чтобы спастись самому. По крайней мере, я думаю, это то, что случилось. Ну да, такие есть, в общем-то, грубо говоря. И давай еще поразглагольствуем на тему пакта с дреугами. Что это было? Ну, я тоже не знаю, друг мой, я тоже. Я на самом деле думал, что... тут уже другие теории пошли. Что пакт был сделан в качестве ответа на Арнесианскую войну, чтобы защитить Аймрах от аргонянской угрозы, но теперь я не могу удержаться от того, чтобы не подумать, что, возможно, истинное происхождение этого ужасного союза не идет дальше в историю. Детали этого пакта могут быть навсегда скрыты в тайне. Ну, возможно, оно и к лучшему. Вот это мы поболтали, а? Я, в общем, услышал достаточно. Спасибо, что рассказал об этом всем. Он мне мац выдал. Нет, друг, спасибо тебе, что выслушал. И за то, что сделал все, что мог, чтобы найти Джибина. И чтобы покончить со всем этим безумием семьи Марвус. Вот, выпей за меня на этот раз ты. Хотя, я думаю... Нет, неважно. Я ничего не говорил. Да ладно, что ты хотел сказать? Ну, ты остановил Абидура Марвуса, его последователи, но дреуги все еще там, где-то там, глубоко в озере. Я думаю, они ведь наверняка до сих пор смотрят за Аймрахом. Это беспокойная мысль, мой друг. Даже одна сама по себе. Ну, если у меня получится, я бы и с ними разобрался. Да, да. До свидания, друг мой. О, еще кое-что. Я хотел тебя спросить.
А ты говорила Наре о том, что произошло? Девчонка заслуживает знать правду, не думаешь ли? Да, надо сказать. Она заслужила того, чтобы узнать правду по поводу Джибина. Но также и про саму себя. Теперь, когда остаток семейства Марвус мертв, Анаре предстоит унаследовать это все. Корабль, все это, добро, все. Ты говоришь мне, что Анара также член семьи? Подумай об этом, друг мой. Они оба сироты того же возраста. Они оба были брошены. И не знают, кем были их родители. И вот это вот чувство родства, которое было у них взаимно. У меня так не остается сомнений. Они с Джибином близнецы. А потом ты, Ира, начнешь рассказывать, что ты их пропавший отец, да? Ну ладно, не буду его троллить. А есть какие-то конкретные доказательства? Если ты хочешь какие-то записи или другие документы, ты будешь разочарован. Я думаю, что их просто не существует, но... У тебя есть глаза, и ты можешь пользоваться ими, мой друг. Ты нашел тело Джибина, скажи мне, какого цвета были его волосы? Он точно не был лысым. Я не помню, какого цвета, ну... Вообще не помню. Обычно у Данмеров темные волосы, но, блин. Короче, я не помню. Хорошо, хорошо. Ну, тогда не думай об этом. Но я все еще уверен, что они близнецы. Ну, как бы то ни было, мне следует действительно рассказать Анаре, что случилось. Да. Но постарайся быть тактичным, друг мой. Когда начнешь этот разговор. Новости о судьбе Джибина и ее собственном наследии может стать для нее очень шокирующим. Так, ладно. Хватит пока разговоров. Вот надо действительно будет выяснить. Акробат. Ну, возможно, она тут стояла уже, не припоминаю просто. Я тут принес тебе 30 септимов. Спасибо, Холмс. Вот книга, которую оставил Хараф. Не думаю, что он будет по ней скучать, поэтому... Не скучать. Не заметит пропажи, наверное. Поэтому можешь ее оставить. Возможно, найдешь ее интересной, или, возможно, сможешь продать ее. О, жизненный цикл дреугов. Да. Так, это что? Просто тряпка. Я тут хотел парочку книг зачитать про дреугов как раз. Ага, это рыжеволосая. А вот какие были волосы у Джибина, я не помню. Ты нашел Джибина? Да, Джибин мертв. Мне жаль. Нет, Холмс, ты ошибаешься. Ты, должно быть, ошибся. Кого бы ты ни нашел, это не мог быть Джибин. Джибин не может быть мертв. Не может быть, пожалуйста. Скажи мне, что это не так.
Ну, если это как-то облегчит дело, я разделался с людьми, которые его убили. Нет, нет, бедный Джибин, за что? За что? Почему он умер? Он никогда ничего не делал такого, чтобы заслужить такую судьбу. Мгм. Интересно, что тут считается тактичным? Соврать или сказать, тебе лучше не знать всего? Потому что если сказать, что культ почитателей древгов хотел заставить его ну, перетащить его в грот, чтобы провести кровавый ритуал. Это не очень тактично, да, звучит? Но она заслуживает того, чтобы знать правду. Ладно, давай. Это ужасно. Ему, наверное, было так страшно. Я бы хотел... Я, наверное, зря спросил. Я не знаю, что делать, Холмс. Мне так ужасно плохо. Я потеряла лучшего друга, какой у меня когда-либо был. Единственного друга. Я хочу еще кое-что рассказать тебе. Что это? Неважно. Пожалуйста, я не знаю, что теперь делать, Холмс. Что мне теперь делать, когда я совсем одна? А ты не одна. Другие разделяют твою грусть. Но со временем станет лучше, обещаю. Правда? Я не знаю. Возможно, однажды боль пройдет, но сейчас... Такое чувство, что внутри моего сердца образовалась огромная пустота, и это ранит. Но благодарю тебя за добрые слова, Холмс. Спасибо за все и прощай. Так, и что? Я бы просто не хотел сейчас ей рассказывать про их родство, потому что доказательств нет. Ну, возможно, теперь я застрял. Видимо, зажал. Это... Что я мог... Хвост зажал. Это что, тебе тут подают монетки, что ли, дружище? Надо сохраниться под слотом отдельным. Давай еще поболтаем о чем-нибудь. Больше не о чем говорить, да? Ну-ка, дай-ка взглянуть на этот амулет. Он действительно странный. Ничего подобного раньше не видал. Амулет можно, кстати, будет оставить для коллекции. Ах, да. Я хотел еще немного попродавать вещи людям. У меня тут парочку на продажу появилась штук. Ну да, можно даже что-то действительно продать, похоже. Не, пока еще у торговцев деньги не восполнились. Только вот есть один, которого я пропустил. У него, кстати, продаются аж треукские доспехи чуть-чуть вон. Еще сторговаться бы с ним. Довольно богатый парень. По местным меркам. Так, а священник, похоже, вернулся к себе.
Труп убрал, I am never молодец. too busy for a good talk. А мне нужен момент, чтобы побыть наедине с собой, если ты не возражаешь. Увидимся позже, ладно? Возможно, тебе стоит дать знать Дави Ариним о всем, что произошло. И, возможно, твоему другу задать Исуа Дрейти. Да, точно. Я же не сказал губернаторша, или как это назвать? Гетманша, да. Интересно, а там все еще на складе? Все водой залито. Is there something I can do for you, Outlander? Ты вернулся с маяка, чужестранец. Что там произошло? Я победил Абидура Марвуса и его последователей. Только подумать, что что-то подобное происходило в этом городе. И мне следовало, в общем, это все прознать. Это мой промах как гетмана. И я потрачу теперь всю жизнь, чтобы бороться с последствиями. Да простят меня трое и наставят на путь истины. Я благодарю тебя, чужестранец. Ты оказал нам великую услугу. В общем, покончив со всем этим злостным заговором, да. Пожалуйста, прими это золото как знак моей личной благодарности. Да, напомни, кого там мы... да, мы ищем имперца. Так, ладно. Возможно, теперь со мной захочет поговорить священник. Да, действительно. Рад тебя видеть снова, Холмс. Меня все еще трясет от всего, что произошло, но я бы хотел поблагодарить тебя за то, что спас меня. И спасибо за твои попытки найти Джибина, даже несмотря на то, что судьба не позволила ему остаться в живых. Теперь, когда Джибина больше нет, я не вижу смысла здесь оставаться дольше. Кто-то другой из храма может прибыть сюда, чтобы поддерживать святилище. В общем, мне хватило. Это озеро все еще нервирует меня. И драуги, Что такое? Мне жаль, Холмс. На момент мне показалось, что я опять в этом гроте, окруженный этими ужасными монстрами. Но теперь все в порядке, да. Мне просто нужно убраться подальше от этого места. Настолько, насколько возможно. Гульп? Гульп? О, нет. О, он начал обращаться! Он издает странные звуки. Давай, укажем ему на это. Что это за странные звуки, которые ты издаешь? Я не знаю. Я не хотел этого. Это было как что-то наваждение. Это странно. Я уверен, что это пройдет. А что они делали с тобой в гроте, Иван? Я не помню, Холмс. В моей памяти просто черные дыры. Я думаю, что большую часть времени я был без сознания, пока я был в пещере, в клетке. Это все звучит не очень хорошо. Возможно, тебе стоит поискать помощи. Возможно, ты прав. Есть какой-то храм в Сирентуле. Возможно, мне стоит пойти туда. По крайней мере, мне нужно убраться подальше от этого города, от этого проклятого озера. Спасибо за совет, Холмс. Хорошо.
Желаю тебе всего наилучшего, Иван. До свидания. Прежде чем уйдешь, Холмс, пожалуйста, прими это зелье 7 чудес. Это не так уж много, но, возможно, оно тебе пригодится. Прощай, Холмс. Кажется, моя работа в этом городе закончена. Разве? Мне так не кажется. Но квест действительно завершился. А вот теперь, если сказать о Наре, ее наследии, но если это вообще возможно. Ну, квест действительно считается завершенным, и никаких новых реплик ни у кого из участников уже не появляется. Вот. И о Наре уже нельзя высказать предположение, что она тоже часть семьи Марвус. Вот. Поэтому я подумал, что в таком случае правильнее было бы действительно, сопоставив все вот эти факты, самому поверить, что это действительно так, и рассказать ей об этом. Вот я переговорил там повторно еще с Задатисом. Там забавная фраза, если ему сказать, что сейчас ты мне скажешь, что ты их пропавший отец, он только на это посмеется и скажет, неплохой был поворот, правда? Вот, и теперь, собственно, я как раз рассказываю ей. И, кстати, если сказать, что тебе лучше не знать о том, что происходит, она настаивает, что нет, я заслуживаю, правда, расскажи мне все. Вот, я ей рассказываю и говорю, что Джибин твой брат. Она отвечает, мой брат? Задатис рассказал тебе это? Я даже не знаю, что и сказать, но я полагаю, это объясняет, почему я всегда чувствовала, что знала его всю свою жизнь. И ты знаешь, кто моя семья? И вот тут я опять же хочу не конкретизировать, раз у меня конкретных доказательств нет. Если сказать, что я не уверен, что последует дальше. Пожалуйста, расскажи мне, если ты знаешь что-нибудь, пожалуйста. Угу. И вот здесь уже более подходящая реплика. Ну хорошо. Задатис думает, что ты член семьи Марвус. Я часть этой ужасной семьи, этой проклятой линии крови. Одна простая мысль об этом пускает мурашки по моей коже. Это не все. Так как ты последний выживший Марвус, это значит, что ты наследуешь все. Я что? Даже корабль? Я не знаю, что со всем этим делать. Я потеряла друга и брата. Мне так одиноко. Что мне теперь делать? О, вот новая реплика. Возможно, тебе стоит взять корабль и покинуть Таймрах. Убраться подальше от всего этого. Да, возможно, так я и сделаю. Я не знаю. Ну, перед всем этим... Одна только мысль о том, чтобы покинуть Таймрах, сделала бы меня очень счастливой, но теперь... Ну, тут уже все повторяется. Спасибо за все. У меня в сердце дыра. Прощай. Хорошо. Журнал обновлен. Пора пойти навестить Ивана. Ну да, это мы уже делали. Посетим его снова. Как бы то ни было, новых реплик с Иваном не появляется. Он покидает Таймрах. Ради всего святого. И квест все еще завершен. Но я все еще не думаю, что это прямо-таки конец-конец, потому что у нас же есть еще грот под маяком. И вы помните, да? Там есть целых 2 прохода, которые ведут в какую-то пугающую неизвестность. Неизвестно, что там ждет за всем этим. Ну, еще у меня теперь есть пара книг, которые я бы хотел
Проповедь Святого Велота. Нет, пока что нет. Я ее сохраню. Это том 2. У меня вот есть, например, жизненный цикл дреугов. По-моему, кстати, такая же лежит внизу там. Потом есть еще про слаадов. Презрительная цивилизация там какая-то. И хотел бы я еще навестить тут дружище нашего, как он себя чувствует. Тут даже какие-то зельюшки, а не приглядывался. У него, кстати, дневник тут есть еще даже. Вкусный странник делает Ульва голодным. Ему следует беспокоиться. Клешня Ульва мощная. А шея незнакомца выглядит слабой. Гульп-гульп-гульп. Ишь ты какой. Лечиться собрался. О, клешня добавлена в инвентарь. Монструозная клешня отсоединяется от руки Ульва с легкостью. Как бы то ни было, один только краткий взгляд на деградацию под его робой достаточно, чтобы убедить тебя, что обыскивать его остатки того не стоит. Где эта клешня? Вот она. 16 фунтов. Может, они искусственно их приделывали? У него тут есть еще дневник. Это надо бы зачитать все дело. Это бы надо зачитать. Да, еще там есть у нас книжки. Сейчас надо оценить мне объем чтения. Трупы культистов тут у нас. Тут с парой дреугов мы разобрались вместе со стражниками. А, да, вот такая же книга здесь есть. Тут есть у нас заметки о дреугах еще. Окей. Так, здесь книг у нас нет. Это, кстати, похоже... Инструменты для проведения ритуалов, да? Вот этих вот их ритуалов. Да, и вот, собственно, сам грот и проходы. Есть проход туда, есть проход сюда. Но как раз прежде чем туда лезть, я бы хотел больше изучить предмет того, что меня там может ожидать. То есть вот эти вот книжки и дневник Ульво. Вот, я оставлю подсказки, как действительно подсказки, либо как конечные заставки. Вот, а на этом пока давайте заканчивать. Вот, кому интересно, переходите к книжкам. Уже новый дрелк появился. В следующем эпизоде, я думаю, мы подробнее разведаем, что у нас там.